Приветствую всех на канале «Жизнь женщин». Почему мы болеем? Что такое болезнь и как она запускается в нашем организме? Как говорил Платон, надо прежде всего и преимущественно лечить душу, если хочешь, чтобы голова и все остальное тело хорошо себя чувствовали. В древности считалось, что болезнь посылается человеку как наказание за нарушение каких-либо норм племени. Вместе с тем подразумевается, что болезнь всегда приводит человека к некоторому новому состоянию, помогает внутреннему преображению. Все наверняка слышали выражение «все болезни от нервов». Многие из вас имеют представление о психосоматике. Связь психики и тела давно доказана. Наше тело неразрывно связано с нашим внутренним миром, мыслями, чувствами. Стоит задуматься о психологической составляющей болезни, которая проявляет себя одновременно на всех уровнях целостного человеческого существа – душа, тело, мысли, эмоции. Официальная медицина выделяет группу болезней, в которых психосоматика является основным фактором. Бронхиальная астма, язвенный колит, эссенциальная гипертензия, нейродермит, ревматоидный артрит, язвенная болезнь. А как же другие заболевания? В них тоже есть психологическая составляющая, но в каждом случае в разном объеме. Болезнь – это отражение нашей внутренней жизни, в которой произошло нечто такое, что требует внимания и не может быть выражено словами или осознанно. Можно сказать, что каждая болезнь представляет собой некоторое послание, которое мы не осознаем. Практикующие психотерапевты могут привести множество примеров, как внутренние переживания и травмы выражают себя через симптомы заболеваний. Любое лечение должно заключаться в том, чтобы правильно интерпретировать, что пытается выразить через симптомы заболевания человеческая целостность. Болезнь – это наказание. Она случается как результат проступка. В архаических культурах болезнь рассматривалась как следствие нарушения тех или иных племенных запретов и норм. Представление о болезни как о наказании выполняло защитную функцию. Сегодня это представление может приводить к тому, что человек сам себя внутренне может наказать за поступки или мысли, которые противоречат его внутренним установкам или требованиям окружения. Тогда боль и страдания выступают защитным фактором. Болезнь – результат мыслей. Человек сам создает болезнь. Этот стереотип может вызвать чувство вины. Такое переживание серьезно усугубляет состояние человека. Тело выражает через болезнь те внутренние послания, которые мы не осознаем. В этой ситуации чувство вины не помогает исцелению, а скорее блокирует его. Поэтому задача не искать виноватого, а позволить исцелению произойти, услышав послание, которое выражает тело. Бегство в болезнь. Иногда мы говорим о том, что болезнь избавляет от нежелательных поступков, действий и становится своеобразным средством спасения. Предположим, человеку критично важно не пойти на работу в конкретный день. Он испытывает панический страх перед предстоящим публичным выступлением. Вполне возможной реакцией может стать внезапная болезнь именно в этот день. Это бессознательная реакция на невыраженную потребность. Каждая болезнь несет в себе важную информацию. Если уметь разговаривать с телом на понятном ему языке, то можно понять как причину болезни, так и существенным образом повлиять на ее развитие. Причина любой болезни или телесного проявления одновременно находится на 4 уровнях – душа, мысли, чувства, тело. Все уровни тесно взаимосвязаны и постоянно взаимодействуют с собой. Именно поэтому, работая с одним уровнем, мы можем оказать влияние на всю систему в целом. Именно целостный подход к исцелению позволяет не просто сиюминутно избавляться от симптомов, но учит нас быть внимательными к себе, слышать и понимать голос тела и голос души.
Болезни проявляют себя в разных формах и бывают разной степени тяжести. Многие болезни до сих пор считаются неизлечимыми официальной медициной, но даже в этом случае нельзя опускать руки. За год практически 98% клеток тела самообновляются. Это говорит о том, что способность к самоисцелению заложена в нашем теле изначально. Любая болезнь – это процесс, который разворачивается во времени и в пространстве. А это означает, что болезнь, начавшись, может быть приостановлена или ее проявления могут быть прекращены. То, как внутреннее наше содержание отражается в теле и определяет наше здоровье. Альберто Виллордо, доктор философии, медицинский антрополог, утверждает, что если сознание способно вызывать психосоматические заболевания, то оно может вызывать и психосоматическое здоровье. Научившись разговаривать с телом и с болезнями на понятном для него языке, мы получаем ключ к собственному исцелению. Прислушиваясь к посланиям тела и к голосу души, мы можем предотвратить многие заболевания, а необходимые жизненные уроки пройти менее болезненным способом. Все, что для этого нужно, уже есть внутри нас. Даже просто осознание причины болезней практически всегда ведет к выздоровлению. Психика и тело начинают подавать сигналы. Прислушайся, что-то не так. Если человек внимателен к себе и умеет анализировать, то он находит способы для удовлетворения потребностей, тем самым оздоровляя как тело, так и душу. А если не замечает, то сигналы усиливаются, превращаясь в симптомы заболеваний. Возможно, кому-то все это покажется странным и неправильным, а кто-то будет категорически отрицать вторичную выгоду от болезней. Это работает наша психологическая защита. Но если вы не вылезаете из болезней, стоит задуматься и честно проанализировать, что я теряю, а что приобретаю, заболев. Лечить тело надо грамотно, не только лекарствами и процедурами, но и работой на уровне психики. Попробуйте. Как и любое явление, болезнь имеет свои причины, корни и результаты. Устраняйте причины. Возможно, и болезни тогда не будет. Зигмунд Фрейд описывал бегство болезнь как уход от неудовлетворяющей действительности. Делайте свою действительность удовлетворительной, тогда и бежать никуда не придется. Напишите в комментариях, как вы думаете, откуда берутся болезни? Можем ли мы на них повлиять через осознание? Не забудьте подписаться на мой телеграм-канал, чтобы не пропустить самое интересное. Ссылку я приведу в описании. А я благодарю вас за лайки, репосты и отзывы. До новых выпусков. Пока!